Лондонский Тауэр считался образцовой тюрьмой. Руководство тюрьмы особенно гордилось тем, что за все время ее существования не было сделано ни одной попытки побега оттуда. Нашим клиентам так нравится здесь. Любил повторять начальник тюрьмы, что они не побегут отсюда и при открытых запорах. Поэтому известие о побеге заключенного номер 314, известного афериста по кличке Угорь, прозвучало как гром среди ясного неба. Поднятые по тревоге спецподразделения 2 дня прочесывали все окрестности, но безрезультатно. Были проверены адреса знакомых и родственников Угря, но с тем же результатом. В конце концов, знаменитый сыщик Холмс и его верный помощник доктор Уотсон, расследующие дело о побеге, решили навестить расположенный в жуткой глуши охотничий домик беглеца. По дороге Ватсон рассказал Холмсу, что в радиусе 10 километров от берлоги Угря никто не живет, и уже несколько месяцев с момента поимки ее владельца здесь не ступала нога человека. Приехав на место, сыщики увидели небольшой домик плотно закрытыми ставнями. Оставив сержанта Гризли с 2 полицейскими снаружи, Холмс вместе с Ватсоном осторожно поднялись по скрипучим ступенькам крыльца. Немного повозившись отмычкой в замке, Ватсон распахнул тяжелую входную дверь. «Прошу вас». Усмехнувшись, Шерлок Холмс решительно зашел внутрь, зажег фонарик и пошарил лучом по стенам и мебели. Помимо маленькой кухни в домике, еще была одна комната, скромно, но со вкусом обставленная. Удобный стол ручной работы, старинный венский стул с гнутыми ножками, пышная кровать, покрытая белоснежным покрывалом, тяжелые шторы на единственном окне, книжный шкаф и часы на стенке. Интуиция подсказывает мне, что здесь кто-то есть. Сейчас мы снова будем одни. Засмеялся Ватсон, кнув пальцем в сторону комара, беспечно отдыхающего на изящных обоях прямо перед ними. Резко взмахнув свернутой в трубку газетой, доктор прихлопнул задумавшегося пескуна, после чего тряхнул на пол его окровавленные останки. Если бы мы ловили сбежавших насекомых, вам бы Джон цены не было. Но я уверен, что Угорь здесь. Внимательно оглядев пустую комнату, сыщик одним движением отдернул малиновую штору. На подоконнике, скрючившись, сидел жалкий человечек с быстро бегающими испуганными глазками. Маэстро Угорь собственной персоной. Браво! Но как вы догадались, что этот проходимец все-таки здесь? По 2 причинам. Во-первых,